Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Люба. Сегодня вяжем вот такой интересный узор спицами. Это один из вариантов резинки, но такая интересная, эффектная, вот с такими интересными элементами. Этот узор идеален для вязания шапок, для вязания кардиганов. Хороший узор для вязания каких-то детских изделий и взрослых кофточек, например, небольших кардиганчиков. Также таким узором можно связать шарфики, палантины для тех, кто любит плотненькие узоры. Хорошо тянется, поэтому он идеален для шапок. Узор быстро запоминается, он несложный и вяжется быстро и просто. Это его изнаночная сторона, тоже выглядит очень хорошо. Раппорт узора составляет 4 петли плюс 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. Для вязания я наберу 15 петель, 12 петель идет на основной узор, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Итак, набираю 15 петель обычным способом. Итак, 15 петель у меня на спицах. Специально я взяла для вязания образца вот такую толстенькую пряжу, для того, чтобы показать, насколько интересно этот узор выглядит именно для вязания шапок. Спицу одну вытаскиваем и с самого первого ряда начинаем вывязывать наш узор. Кромочную петлю первую, как всегда, я провязываю лицевой. Мы ее подтянули и начинаем вывязывать наш узор. 2 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная. Это раппорт первого ряда. Снова 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная. Второй раппорт первого ряда. И снова 2 изнаночные, 1 лицевая, 1 изнаночная. Закончили. И еще 1 изнаночная, это вот петля симметрии, и кромочная тоже изнаночная. Все, первый ряд мы провязали. Второй ряд кромочную сняли. 2 лицевые, 1 изнаночная. То есть далее у нас идет 3 лицевые. То есть мы вяжем просто по узору. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная и заканчиваем 2 лицевыми петлями. Кромочная, изнаночная. Все, второй ряд готов. Третий ряд кромочную мы сняли. Далее вяжем 2 изнаночные, 1, 2. Из одной лицевой нам нужно вывязать 3. Вяжем таким способом. Заводим правую спицу в лицевую петлю, захватываем петлю лицевая, не скидывая с левой спицы петлю, делаем накид на правую. Снова в ту же лицевую петлю заводим правую спицу, вывязываем лицевую петлю и изнаночная петля. Все. Далее повторяем 2 изнаночные петли. Из одной вяжем 3, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Далее 2 изнаночные. Из лицевой из одной вывязываем 3, 1, 2, 3, изнаночная. И в конце ряда мы вяжем 1 изнаночная петля для симметрии и кромочная тоже изнаночной. Все, третий ряд провязан. Четвертый ряд кромочную петлю мы снимаем. Далее вяжем 2 лицевые, 1, 2. Одну петлю изнаночную мы снимаем, нить перед работой, то есть мы просто переснимаем. Далее вяжем изнаночную,
Следующую петлю также переснимаем, нить перед работой, лицевая. Снова вяжем 2 лицевые. Переснимаем изнаночную петлю на правую спицу, нить перед работой. Вот таким образом. Далее вяжем изнаночную. Переснимаем снова петлю на правую спицу, нить перед работой и лицевая. Снова 2 лицевые. Переснимаем изнаночную петлю на правую спицу, нить рабочей перед работой, изнаночная. Следующую петлю также переснять на правую спицу, нить перед работой, лицевая. Снова идет лицевая петля для симметрии и кромочная. 4-й ряд закончен. 5-й ряд, кромочную мы снимаем. Далее вяжем 1 изнаночная и 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот у нас 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Вот таким образом заводим правую спицу за передние стенки, слева направо, вывязываем из 2 1. Следующая лицевая. И вяжем сейчас из 2 петель 1 лицевую с наклоном влево. Первую петлю я переснимаю правой стенкой, чтобы она смотрела назад. Вот таким образом. И завожу спицу правую в лицевую петлю и за переднюю стенку изнаночной петли. Вот таким образом. Вот так. Захватываю рабочую нить, провязываю лицевую с наклоном влево. Вот такой цветочек у нас получается. Далее 1 изнаночная. Снова вяжем из 2 петель 1 лицевую с наклоном вправо, лицевая, и также из 2 петель мы вывязываем 1 лицевую с наклоном влево, переснимая вот эту лицевую петлю правой стенкой назад. Таким образом вставляю петлю вот в эту петлю лицевую и за переднюю стенку, вот то есть за стенку, которая лежит у нас изнаночная петля, вот она, которая спереди, вот таким образом, и провязываю лицевую петлю. 1 изнаночная, и так до конца ряда. Лицевая с наклоном вправо, лицевая просто, и из 2 петель мы вяжем 1 лицевую с наклоном влево. Первую петлю я пересняла, вот эту изнаночную можно также переснять, если вам так удобнее вязать. То есть, чтобы правые стенки петель смотрели назад, за спицей были. И провязываем 1 петлю с наклоном влево. Мне удобнее первый способ, вы уже выбираете для себя удобный для вас. И изнаночная петля, кромочная. 5-й ряд у нас провязан. Вяжем 6-й ряд. Все петли по узору. 1 лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. 1 лицевая, 3 изнаночных. 1 лицевая, 3 изнаночных. И 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Вот так этот узор выглядит на толстой пряже. Согласитесь, мы провязали 1 раппорт, а у нас уже связано 3 сантиметра, ну, практически шапки. Идеален он для шапки, интересно будет выглядеть. Красиво этот узор будет выглядеть на пряже Нуга Мини от пряжи Центр. Ссылочку я на этот магазин оставлю в описании к видео. Посмотрите, можно купить эту пряжу со скидкой по моему промокоду. Если этот узор вам понравился, не забывайте, конечно, поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. И увидимся в новых видео. Пока!